Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. Надеюсь, что у вас все хорошо. В сезон тыквы всегда готовлю блюда из тыквы, а сегодня буду готовить американский тыквенный пирог. Тыкву для начинки запеку в духовке. Тыква у меня 1 килограмм 70 грамм. Нарезаю ее на крупные куски. Противень застелила пергаментом для выпечки, положила тыкву и накрываю ее фольгой. Отправляю запекаться в заранее разогретую духовку при температуре 180 градусов на 45 минут. Запекать тыкву нужно до мягкости. Пока тыква готовится, займусь тестом. Здесь 350 грамм просеянной пшеничной муки. Добавляю 30 грамм сахара по вкусу, щепотку соли и 2 чайные ложки разрыхлителя. Перемешиваю до однородности. Список необходимых продуктов оставлю в описании под видео и в конце этого видео. Добавляю 170 грамм холодного сливочного масла жирностью 82%. Масло я нарезала на кубики и охладила в морозильной камере. Перетираю масло с мукой в крошку. Можно масло натереть на терке. Полной однородности добиваться не нужно. Важно делать все быстро, чтобы масло не растаяло от тепла ваших рук. У меня получилась вот такая крошка. Она легко собирается в комок и также легко распадается. Делаю углубление в крошке. Яйцо перемешиваю вилкой, чтобы разбить пленки. Яйцо у меня тоже холодное. Добавляю его в крошку. Замешиваю тесто. Оно должно собраться в комок и не липнуть к рукам. Влаги от яйца недостаточно, поэтому добавляю ледяную воду, примерно 50 мл, и продолжаю замешивать тесто. Воду добавляйте понемногу. Количество воды будет зависеть от размера яйца и влажности вашей муки. Вот такое тесто у меня получилось. Оно мягкое, эластичное и не липнет к рукам. Заворачиваю его в пищевую пленку и убираю в холодильник на 45-60 минут. Тыква запекалась 45 минут. Она еще не готова. Отправляю ее в духовку еще на 15 минут без фольги. Тыква готова. Она мягкая, а кожура легко прокалывается ножом. Ложкой отделяю мякоть от кожуры. Погружным блендером пюрирую тыкву. Вот такое пюре получилось. Я его переложила в другую миску. Его вес 620 грамм. Даю тыквенному пюре остыть. Подготавливаю форму для выпечки. Диаметр моей формы 26 сантиметров. Дно и бортик формы смазываю сливочным маслом и посыпаю тыквенными семечками. Часть семечек, конечно, отпадет при выпечке, но часть останется. Коврик для теста притрусила мукой. Выкладываю тесто и раскатываю его в круг. Размер круга должен быть больше размера формы, чтобы тесто хватило на дно и на бортик. Стараюсь раскатать тесто так, чтобы толщина слоя была одинаковой по всей поверхности круга. Толщина слоя моего теста примерно 5 мм. При помощи скалки переношу тесто в форму и формирую основу пирога. Излишки убираю, а где не хватает теста, добавляю. Слишком высокий бортик мне не нужен, обрезаю лишнее. Остатками теста украшу пирог. Вилкой выравниваю высоту бортика. А чтобы во время выпечки тесто не вздувалось, делаю проколы. Хочу, чтобы тесто получилось хрустящим, поэтому предварительно запеку основу с грузом.
Застилаю форму пергаментом, а в качестве груза использую смесь риса и фасоли. Заполняю смесью форму вровень с бортиком из теста и отправляю в заранее разогретую духовку при температуре 200 градусов на 20 минут. И если вы спешите, то этот шаг можно пропустить и выпекать пирог сразу с начинкой. Пока основа запекается, подготавливаю украшения для пирога из остатков теста. Вырезаю ножом листики. Формочкой для печенья вырезаю цветочки. А из остатков теста делаю стебли для цветов и косичку. Убираю заготовки в холодильник. Прошло 20 минут. Убираю груз. Основа подрумянилась совсем слегка. Можно было подержать ее в духовке на 5 минут дольше. Готовлю начинку. Здесь 150 грамм охлажденных сливок жирностью 33%. Жирность сливок не должна быть менее 30%. Здесь 150 грамм сахара. Большую часть сахара, примерно 100 грамм, частями добавляю в сливки и взбиваю до пышности. Такой консистенции будет достаточно. К 2 яйцам добавляю щепотку соли и оставшийся сахар. Перемешиваю до легкой пены. У меня есть американская приправа для тыквенных пирогов. Добавляю 1,5 чайной ложки и 1 чайную ложку сушеной цедры апельсина по вкусу. Перемешиваю до однородности. Если у вас нет готовой приправы, сделайте ее из корицы и мускатного ореха. Теперь добавляю тыквенное пюре. Снова перемешиваю до однородности. Здесь 2 столовые ложки кукурузного крахмала. Добавляю часть и перемешиваю. Смесь получается жидкой. Добавляю оставшийся крахмал и перемешиваю лопаткой, чтобы убедиться, что в начинке не осталось крупинок крахмала. Добавляю сливки и перемешиваю. Поднимаю пюре с дна миски. Тыквенный мусс получается пышным, воздушным и очень вкусно пахнет специями. Перекладываю начинку в песочную основу. Разравниваю и украшаю пирог. Отправляю выпекаться в заранее разогретую духовку при температуре 180 градусов на 55-60 минут, в зависимости от вашей духовки. Через час мой пирог готов. Тыквенная начинка вот так пружинит. Трещины, которые на ней образовались во время выпечки, немного закроются, когда мусс осядет при остывании. Забыла положить тыквенные семечки до выпечки пирога. Хоть они уже держаться не будут, посыпаю ими пирог. Сын очень просит. Даю пирогу немного остыть в форме. Сняла форму, дам пирогу полностью остыть и уберу в холодильник на 2-3 часа для стабилизации. Этот пирог любят в моей семье. Хоть мои мужчины не поклонники тыквы, американский тыквенный пирог едят с удовольствием. Начинка из тыквы очень нежная и вкусная, с приятным запахом специй. Аромат стоит на весь дом.
Корочка вкусная и хрустящая. Пирог не очень сладкий. В общем, все, как я люблю. Подавать пирог можно с шариком мороженого или украсить его взбитыми сливками. Но и сам по себе пирог очень вкусный. Обязательно приготовьте этот пирог. Его яркий оранжевый цвет радует глаз и гармонирует с осенней листвой. А у меня оранжевый цвет ассоциируется с летом и теплым солнцем, поднимает настроение и прогоняет осеннюю хандру. Приготовьте тыквенный пирог по этому рецепту, его вкус вам понравится. Готовьте с удовольствием и приятного аппетита! Подписывайтесь на канал, оставляйте лайки и комментарии, делитесь видео с друзьями. Все это поможет развитию канала. А также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А я на этом с вами прощаюсь. Желаю вам мира и добра. До новых встреч в новых видеорецептах. Пока-пока!